Физкульт, привет, бродяги. Приветусики, снимайте трусики. Это снова мы, ваш комментатор Петрович, и создатель самодельной техники Викторович. Мы приветствуем вас на канале «Ни хрена себе техника», на котором Викторович в режиме реального времени собирает самодельную технику, по вашим советам и предложениям. Ну а я же, чтобы вам было понятней, буду комментировать, как это все делалось. Это, ребята, должна была быть последняя серия этого проекта «Электротрицикл из хлама». Но сейчас оказалось, что все задуманное в последнюю серию не влезет, ведь впереди, ребята, еще много работы. Ну и чтобы завершить проект, нужны денежные вложения, а мы сейчас в финансовом тупике. Итак, что мы сделали за это время? Мы переделали рулевые сошки, те, что стояли, были тонкие, поставили толще и сделали их длиннее. Теперь при повороте руля не так быстро поворачиваются колеса. К тому же с удлиненными сошками стал легче поворачиваться руль. Друзья, мы не будем показывать вам, как делали всякие мелочи, дабы не тратить ваше драгоценное время на ерунду. Чтобы удобнее было садиться, наш электрокапот открывается до половины, больше в принципе и не нужно. Если нужно будет открыть крышку больше, то Викторович сделал вот такой упор капота. Так как моторчику поднимать капот труднее, чем опускать, то Викторович приварил кусочек трубы и вставил туда мебельный амортизатор. Теперь моторчику легче поднимать, но и скорость закрывания, возможно, будет чуть меньше, не так как раньше. Нам пришла в голову идея сделать центральную подножку с приподнятым задним колесом, можно тестировать контроллеры, батареи, задний тормоз, цепной привод. Поэтому Викторович смастерил вот такую подножку. Теперь не нужно будет возить с собой кирпичи, чтобы протестировать. Потихоньку начали обваривать всю раму, ходовую, рулевое, так как до этого все было только прихвачено. Не помешает блокиратор руля, чтобы никто не укатал нашу чудо-технику. Сделали вот такое крепление для замка и приварили его к рулевой колонке. Получилось то, что надо. Блокиратор срабатывает при вывернутом руле, уже не так уж и просто укатить. Друзья, кто следит за нашим проектом, возможно, не в курсе. Мы собираем электротрицикл из хлама. К сожалению, у нас нету спонсоров. Все проекты, которые делает Викторович, приносят ему только одни минусы, и лишь только одно – это удовольствие. Вообще-то, а это и не секрет, загружая видео в YouTube, у людей намерение здесь заработать. В худшем случае, дабы хватало денег хотя бы на материалы. Только оно оказалось совсем наоборот, то, что сейчас платит YouTube, даже не хватит прокормить кота, не то что на материалы. Кто не верит, вот аналитика. 10 центов в день – это $3 в месяц. Вам не послышалось, целых $3 в месяц. Причем это за все 30 видео, на которые было потрачено 1,5 года времени, и в 100 раз больше денег. К сожалению, на этом сайте такая политика. Хочешь, чтобы твои видео больше показывали и продвигали, плати деньги. Ну да ладно, херня это все, ребята. Мы все равно и дальше будем снимать наши проекты, просто видео будут выходить еще реже, так как Викторовичу нужно еще и работать, чтобы кормить семью, да и не только. Погнали дальше, ребята. Итак, для того, чтобы этот трицикл поехал, ему нужно минимум 36 вольт. Так как бюджет ограничен, то нормальная, мощная литиевая батарея для этого трицикла только в планах. Поэтому, мы пока поставили 3 автомобильных аккумулятора, в сумме это 36 вольт. Оказалось, что если большая нагрузка, просаживается напряжение меньше 30 вольт и контроллеры начинают отключаться, потом включаться, и трицикл работает рывками.
Так как мы живем в холмистой местности, то нам нужен запас мощности, запас, как говорится, карман не жмет. Ведь моторы у нас не особо мощные, по 350 Вт. Раньше мы планировали поставить какой-то дополнительный простой электромотор, который будет включаться при большой нагрузке как в помощь. Но сейчас же Викторовичу пришла другая идея. Так как контроллеры у нас работают и от 48 вольт, то проще тогда поднять напряжение до 48. Еще один аккумулятор впихивать, это, ребята, уже будет точно фигня. Это и больше веса, нету места и дополнительные денежные расходы. Поэтому мы поставим снова те преобразователи напряжения, которыми мы хотели с 24 делать 36 вольт, только сейчас им нужно будет с 36 делать 48, ну а это им будет немного легче сделать. Чтобы сравнить 36 вольт и 48, нам нужно прокататься, но пока мы этого не можем сделать. Поэтому Викторович прицепил к трициклу вот такие весы на 60 кг, в народе говорят контарик. Сейчас протестируем, не отходя от прилавка. Как и предполагалось, 48 вольт это сила, питание от 36 вольт уже даже и не рассматривается, только 48, больше уже нельзя. У нас дешевые контроллеры на 48 вольт. Попался вот такой подходящий бокс для преобразователей. Сделали отверстия для вентиляторов и по бокам просверлили отверстия для охлаждения. Сделали вот такие крепления, и закрепили его в удобном месте. Мы перенесли задние фонари за аккумуляторы, кто не видел предыдущую серию, они стояли вот здесь. Теперь же, в темное время они будут показывать настоящие габариты этого трицикла. Ребятули, в прошлой серии мы объявляли конкурс на лучшее название этого трицикла. Всем спасибо за ваши предложения, но, к сожалению, Викторовичу подходящее название пока не пригляделось. Большинство ваших названий были длинные, а нам нужно что-нибудь покороче. Так как это наше общее дело, то пару слов о комплектации. В прошлой серии несколько человек написали, что здесь много ненужного, которое добавляет вес. Нам непонятно, что вы нашли здесь, ну прям уж так очень лишнее. Возможно, вот эти крылья, ну я бы не сказал, они не только защищают от опрокидывания, но еще и вписываются в дизайн, расширяя узкий зад, а также защищают батарею от столкновения. Возможно, лишняя дуга безопасности, да нет, сами предлагали. Сейчас она даже очень в тему, когда вес трицикла увеличился. Может, багажник лишний? Не сказал бы. Или задний бампер? Тоже нужен, да и на нем все держится. Руль нужен, зеркала тоже. Крылья нужны, колеса обязательно. Багажник. Нет, не лишний, ведь мы из села. Возможно, лишний передний бампер, да нет, защитит ноги при столкновении. Решетка тоже вроде подходит, если она и лишняя, то это 1 килограмм. Без сидения, никак. Возможно, лишний электропривод крышки, ну ладно, еще 2 килограмма. Чтобы уже было наверняка, то сейчас это лишнее Викторович сюда приделает. Вот оно лишнее, клыки кабанчика Пумбы. На днях Викторович заказал вот такие чехлы для аккумуляторов. Друзья, был прекрасный солнечный день, все было хорошо, ничто не предвещало беды. Как вдруг Викторович услышал какие-то крики на улице. Оказалось, случилась драка между соседями за название этого трицикла. Поэтому, надо было придумать название уже побыстрее. Время пошло на часы, ситуация требовала немедленного реагирования.
Викторович побежал в гараж к трициклу, и глядя на клыки сказал: «Пусть его название будет Пумба». «Ну Пумба так Пумба. Но тогда таких Пумб на свете будет две, одна у нас, а вторая вот у Майкла Джексона». Чтобы заряжать батареи, один из лучших вариантов – поставить зарядное устройство на каждую батарею. Мы купили 3 таких зарядных устройства по $8 за штуку. Можно было бы распихать зарядные внутри трицикла, но Викторович захотел поставить их вместе в каком-то кейсе, и чтобы было видно индикатор каждого зарядного, дабы контролировать процесс зарядки. Такого удобного места, чтобы поместились вместе 3 зарядки внутри трицикла, не нашлось. Было найдено подходящее место под багажником, но как назло 3 штуки не помещались, были больше всего на 1 сантиметр. Решено было купить вот такие желтые, они чуть меньше, а те нам все равно пригодятся в хозяйстве, до этого у нас не было вообще ни одной. Чтобы все было по красоте. Такого подходящего ящика или кейса не нашлось. Решено было сделать самодельный корпус. А где будут индикаторы, вырежем окошки. Под рулем, где крепилось родное стекло, как бы что-то не хватает. У нас есть родное стекло, но его мы туда не поставим, так как руль при повороте в него упирается. Решено было сделать какой-то небольшой козырек, так должно смотреться получше, и если будет встречный дождь, то тоже защитит. Понятное дело, что само стекло тоже планируется, но оно будет поворачиваться вместе с рулем. Сделали вот такой шаблон из картона. Нашли вот такой остаток нержавейки от прошлого проекта и отрезали нужное. Подобрали вот такие уплотнительные резинки. Ну и получился вот такой козыречек. Вот эти боковые резинки свое отжили, они с трещинами, и у нас не хватает куска сзади. Поэтому эти демонтируем, а вместо них поставим вот такие. Но наденем уже после покраски, сейчас нету смысла. В бамперах у нас есть отверстия, и чтобы их не заваривать, мы вставили туда вот такие габаритные фонарики с резинками. Вырезали вот такой коврик, теперь внутри стало поуютнее. Ну что, ребята, для полного счастья не хватает звукового сигнала, да и запрещено ездить без него. Поставить обыкновенный клаксон, это было бы просто и неинтересно. Раз мы делаем электротрицикл, то нужно что-то эксклюзивное, и у Викторовича уже есть идея. Нашли вот такой и моторчик 12 вольт, и колокол от звонка громкого боя. Прицепили на моторчик вот такие ударные гаечки, и закрепили спереди под решеткой. Проверяем. Теперь это уже настоящая электричка. У нашей электрокрышки до сих пор нету кнопки включения. Дабы крышка не открылась в движении от случайного нажатия на кнопку, или при каком-то замыкании, Викторович решил сделать, чтобы она открывалась при нажатии одновременно 2 кнопок. Наш вспомогательный амортизатор крышки почему-то сдох, или поставим другой, или поставим просто пружину. Не помешает аварийный отключатель питания. Нашли вот такой выключатель и подключим его, чтобы отключал массу. Закрепили его в доступном месте, чтобы можно было бы быстро обесточить трицикл в случае короткого замыкания.
Ну и этот включатель еще и автомат, сам выключится в случае короткого замыкания. Друзьяки, нужен ваш совет. Вот здесь, над крышкой, вроде что-то не хватает, так как спинка сиденья высоковата. На ваш взгляд, что туда можно прихимичить, чтобы было в тему? Для контроля состояния каждой батареи купили 3 таких вольтметра. Подходящего места, чтобы были на виду, пока не нашлось, но что-то придумаем. Ребята, пришло время подключить заднюю передачу. Для этого нам вполне подойдет вот эта желтая кнопка на руле. Выехать прокататься пока нету возможности, так как у нас заложен проезд нерабочими машинами. Поэтому протестируем здесь. Возможно, кнопку сигнала и кнопку заднего хода мы поменяем местами, немного непривычно одной рукой крутить ручку газа и жать кнопку заднего хода. Друзья, ну а на этом у нас пока все, пару дней перекура и снова в бой. Следующая серия уже точно финальная, нужно заказать некоторые детали, доделать все хвосты и недочеты, потом покраска и в путь. Пишите ваши предложения, ну и замечания. Нам очень важно ваше мнение, ведь если вы пишете, значит вам не безразлично, а это заслуживает уважения. Ну а для тех, кто только попал на канал, если видео зачетное, с вас лайчик, подписочка, и хотя бы малюсенький комментарий, ну и жмите на колокольчик, так вы не пропустите следующую финальную серию. До скорой встречи, пока-пока.